Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим об однокоренных словах. Вспоминать, запоминать, припоминать, помнить. В частности, из сегодняшнего видеоурока вы узнаете, как по-английски передать русское «я не помню его имени», «я не помню твой адрес», «я не могу вспомнить». Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть Telegram и Instagram. Найти вы меня можете, напечатав Kirill's_English. Вся дополнительная информация в описании к этому видео. В английском языке есть глагол remember. И очень часто вокруг него образуются мифы. Буквально вчера я смотрел видео от коллеги, обучающее видео на YouTube, которое говорило, что чтобы передать вспомнить русское, используется не глагол remember, which couldn't be farther from the truth. На самом деле глагол remember, он универсальный. Этот один глагол заменяет все многозначные слова с разными приставками. Запомнить, вспомнить или просто помнить. Обратимся к примерам. Если вам нужно сказать, что вы не помните адрес, вы можете сказать просто I can't remember your address. Или I don't remember your address. Если хотите предложение по длине, можно сделать следующее предложение. I wanted to send you a gift, but I couldn't remember your address. Я хотел тебе послать подарок, но не смог вспомнить твоего адреса. Так вот, во всех этих предложениях вспомнить переводится глаголом remember. И это самый простой и частый способ, как это вообще происходит в речи in everyday English. И слово remember находится в списке high frequency words, поэтому я вам рекомендую ознакомиться с материалами дела и почитать внимательно разные примеры, будь то онлайн какой-нибудь словарь, либо же вы используете LLMs, типа ChatGPT, Gemini или Claude AI, или другие, чтобы он вам сделал список предложений. Только помните, что половина вашего успеха зависит от того, как правильно вы умеете писать промпт. Общие фразы типа «напиши мне список бла-бла-бла» ни к чему не приведут. Уточняйте, в каком смысле, пишите на любом языке, совмещайте из нескольких языков в одном промпте. ChatGPT, например, с этим прекрасно справляется. I don't remember what I had for breakfast. Я не помню, что я ел на завтрак. Здесь значение поменялось. Не помню. Хотя вы можете также сказать «не могу вспомнить», то есть вы с переводом можете поиграть. Дело не в этом. Дело в том, что remember для всех русских глаголов «вспомнить», «припомнить» он подходит. Вне всякого сомнения. I don't remember signing this document. Что-то я не припоминаю, чтобы я подписывал этот документ. Я не такая, меня подставили. I don't remember signing. Обращаю внимание, что глагол remember относится к списку глаголов, после которых мы должны использовать существительное. Не помню, что. Signing. Как сделать из любого глагола существительное, вы знаете, я про это говорить не буду. Окей, это все замечательно. Но вы, наверное, где-то, когда-то от кого-то слышали глагол recall. Так вот, глагол recall – это синоним глаголу remember. В частности, видео, которое я вчера смотрел от коллеги, было посвящено глаголу recall. И там было недвусмысленно прямо сказано, что если нужно использовать значение вспомнить, вспоминать, или, говоря языком английским, bring to mind, нужно использовать глагол recall. И remember уже не в фаворе. Lies, 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 как я люблю писать друзьям в смс-ках. Смотрите, наше с вами предложение I don't remember what I had for breakfast мы с легкостью, легко можем переписать с помощью глагола recall. I don't recall what I had for breakfast. Не помню я, что я на завтрак ел. Либо, помните предложение про I wanted to send you a gift, but I couldn't remember your address. Вы можете переписать следующим образом. I wanted to send you a gift, but I couldn't recall your address. Смысл не меняется вообще никак. Или предложение про I don't remember signing this document. Мы можем переписать как I don't recall signing this document. I don't remember the time they said they would be here.
Или I don't recall the time they said they would be here. Что-то я не помню, не припоминаю, не могу вспомнить, во сколько они сказали, они будут здесь. Recall, remember – это синонимы. Смысл идентичен. Do you recall this? Ты помнишь об этом? Do you remember this? Ты помнишь об этом? Два разных глагола, смысл одинаковый. I can't remember his name. Или I can't recall his name. Что-то я не могу вспомнить его имени. Или не припоминаю. Еще раз, глаголы recall и remember используются в значении bring to mind. Вспомнить. Вы спросите, окей? Два глагола можем использовать. Какая между ними разница? Я вам говорил, что если вы имеете дело с ближайшими синонимами, и в большинстве случаев они могут использоваться interchangeably, взаимозаменяемы, то бишь, следует искать различия в регистре. Так вот, recall имеет более формальный регистр. Если remember — это общеупотребительная everyday English лексика, recall имеет налет старины, old-fashionedности, либо формальности. То есть, если вы сидите где-то на допросе у какого-нибудь следователя, chances are you're gonna say, I can't recall that. Почему? Потому что ситуация более формальная, нежели если вы сидите у кого-нибудь на диване и разговариваете с друзьями, например. То есть, контекст обуславливает выбор в ту или иную сторону. То есть, если вы смотрите какой-нибудь сериал или фильм, и там вместо remember сказали recall, и вы думаете, ну здесь же ситуация casual, скорее всего, для того человека, который говорит, в его голове эта ситуация более формальна, нежели casual. То есть, помните, когда вы вместе с друзьями общаетесь неформально, на сленге, с коллегами по работе, например, или в смс-ках, recall будет неуместен. Окей, на сегодня это все, что я вам хотел поведать про эти два глагола. Мы живем в эру переизбытка информации. Сейчас вы можете открыть любую социальную сеть и прочитать уйму всяких новостей, узнать очень много про иностранный язык, почерпнуть какие-то советы. Но большая часть этой информации – это fake news. Это советы от дилетантов, это советы от людей, которые никогда не изучали ни теорию преподавания языка, людей непрофессионалов, которые, может быть, любят английский язык на уровне каком-то бытовом или на уровне хобби. Как любая другая профессия, профессия учителя, лингвиста, филолога предусматривает наличие хоть какого-то базового образования теории. Потому что иначе без теории, каким образом вы будете делать выбор в пользу тех или иных упражнений, чтобы помочь ученикам овладеть иностранным языком. Если вы хотите получать качественную, проверенную информацию based on science, подписывайтесь на мой канал. А я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.